Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту сложную, но интересную весну 2024 года. Да, дорогие друзья, у нас с вами весна, и не просто так я ее называю весной возможностей, потому что мы ускоряемся, мы начинаем жить активнее. И да, все трудности, которые были на нашем пути, наконец-то мы начнем складывать воедино, собирать этот пазл и понимать, почему ранее все происходило именно по такому сценарию. Присаживайтесь, мои дорогие близнецы, будем разбираться, что вам делать этой весной для того, чтобы, я бы так сказала, стартануть, навести порядок в вашей жизни, поднять уровень финансов, настроиться на свою волну и просто сделать свою жизнь лучше и счастливее. Итак, да, я эту весну называю весну возможностей, потому что я истинно считаю и, глядя в астропроцессор, понимаю, что столько энергии заряженной для того, чтобы зарядить весь наш потенциал, для того, чтобы раскрыться, будет в этом году только весной. Да, к сожалению, и именно 3 этих месяца важно не упустить. И если здесь март — это месяц, который будет такой продуктивный, плодотворный, месяц, когда можно будет работать и на такой творческой волне, и на волне стабильности, когда захочется прям вот идти работать, как работали раньше, по той же схеме, по той же логике, да, где-то захочется проявлять интуицию, где-то захочется действовать по чувствам, да, и здесь такая история, которая имеет место быть и то, и здесь действуйте, конечно же, по тому сценарию, к которому вы привыкли, да, то есть если в вашей натальной карте сильный Сатурн, то, конечно, вам удобнее работать в стабильности. Если же в вашей натальной карте сильный Нептун, то здесь, конечно же, интуиция и вдохновение будут вами управлять. Естественно, понимайте, что необходимо в это время приложить очень много усилий для того, чтобы коридор затмений прошел для вас максимально, я бы так сказала, проще, чем он может быть, потому что, мои дорогие любимые близнецы, коридор затмений обещает быть немножко таким напряженным, да, особенно вторая его заключительная часть. Коридор затмений начинается у нас этой весной с 25 марта по 8 апреля. И там, дорогие, с 3 апреля ваш единственный управитель Меркурий становится в ретроградное движение. И сразу же на момент разворота в квадратуру Плутоном он встает. И здесь момент, когда эмоции, ощущения будут в прямом смысле раскатывать. То есть будут организованы трудности, сложности, события и обстоятельства будут складываться так, для того, чтобы вы принимали сложные решения, выбирали из 2 сложных решений что-то одно, а вам не захочется выбрать что-то, да, потому что оба вообще не вариант. Думайте по интуиции, смотрите, как это может сложиться для вас в благоприятном ключе, потому что, еще раз говорю, нет даже 2 одинаковых близнецов, все мы разные, да, на планете 7 миллиардов людей, понимаете, что где-то 700-800 миллионов близнецов, все разных возрастов, воспитаний, моральных принципов, у всех разные натальные карты, нет одинаковых, нет. Поэтому, да, если у вас какой-то момент организовался такой в работе, в жизни, очень важно, особенно в работе, связанной с финансом, на коридор затмений как раз-таки, ребята, здесь нужно смотреть индивидуально, приходить на консультацию или описывайте под этим видео вопрос, дата, время, место вашего рождения и вопрос, который вы хотите уточнить, для того, чтобы я могла вам на конкретные ваши даты сказать, что будет, получится, не получится. Мне обычно пишут так, но при этом указывайте свои дату, время и место рождения, и, собственно, вопрос. Без вопросов, ребят, я не гадалка, не догадываюсь, что вас интересует на данный момент. Вот такая история, если у вас свой персональный вопрос. Если же вы хотите действовать активно и мощно, понимаете, что коллективные энергии в начале апреля будут, я бы так сказала, такие достаточно сложные. И здесь
Понимайте, абстрагируйтесь, не принимайте скоротечных решений, потому что там есть такой нахлёстый ретромерка и коридоры затмений, и это продлится первую неделю апреля. Она будет сложной. Для вас это будет одно из сложных моментов в апреле. Следующий такой сложный будет в 20-х числах, и здесь необходимо будет тоже этот момент у себя уяснить, да, понять, почему оно так происходит, но оно необходимо. Да, самый сложный, пожалуй, из всех месяцев, вот этих 3 месяцев весны для вас, дорогие близнецы, это будет апрель. И здесь имейте себе такую возможность честно ответить на то, куда вы шли всю свою сознательную жизнь, да, потому что очень многие, кого я знаю, близнецы, не очень-то задумывались о будущем, живут таким праздным образом жизни. Большинство, я не говорю все, ребят, да, живут таким образом жизни, одним днем, не задумываются о будущем, не задумываются о том, что особо делают, что-то где-то на движнике постоянно, тусовки, мероприятия, чего-то по жизни делают, бегают, вроде учатся, но так и не доучились, то есть состояние вечного ученика, да. И здесь важно понимать, ребят, какая итоговая, финальная это цель всех мероприятий в жизни. Ну, то есть вот этот коридор затмений и этот апрель нацелен на то, чтобы вы поняли, а в чем суть, куда вы идете, зачем вы стремитесь, зачем вы все это делаете, потому что множество из всего того, что вы в принципе делаете, оно вот добрая половина, его можно вот так вот отсечь и сказать, потраченное время, лишь бы не прийти к тому, от чего убегаете всю жизнь. Здесь такой момент достаточно, можно сказать, философский, но именно про это будет коридор затмений. Куда вы боитесь прийти? Чего вы боитесь? Все ваши страхи, переживания, чего вы боитесь такого в жизни, что осуществится, и вам кажется, что это ограничит вашу свободу, вашу волю, ваше проявление, как кажется вам, да, и это как, вы знаете, такой момент, когда мы кого-то любим и кого-то не любим, да, то есть мы максимально не любим тех людей, кто имеет такие же недостатки, как у нас, да, и мы максимально боимся прийти туда, чего мы на самом деле хотим, но понимаем, что это сильно энергозатратно, и это такая вот история, знаете, она работа в долгую, она очень должна быть такой терпеливой, работа над своим будущим, да. Близнецы не очень задумываются о будущем, они живут своим днем, здесь, сейчас, и проекция на будущее, это так немножко не про вас, да, поэтому, мои дорогие, начните думать, к чему приведут все ваши действия сейчас. Именно про это коридор затмений. Вы, по идее, по логике, должны 8 апреля в солнечное затмение понять, ну, максимум, да, не именно в этот день, ну, то есть с проходом коридора затмений понять, что вы именно хотите делать, сделать, почему вы не идете туда, почему вы не идете в партнерские отношения, почему ваша любовная сфера хромает в том числе, да. И здесь момент, что если вы к этому придете, то тогда второй момент кризиса в апреле, он будет гораздо проще. Апрельский такой вопрос середины апреля, это 20 апреля уже говорила, здесь, конечно же, вопрос, кто я, куда я иду, вопрос моего будущего и финансов, любовной сферы в том числе. И здесь необходимо будет решить и понять, идете ли вы в будущее со своими отношениями, да, либо вы в этих отношениях расстаетесь. Такая немножко сложная философия про вас, да, захочется, конечно же, вот так вот уйти, вспылить. Понимайте, что если вам захочется выйти из отношений, поругаться, расстаться, то упрекнуть, да, то здесь история ваших страхов. Вы боитесь продолжить отношения дальше, потому что, ну, да, отношения это сами по себе энергозатратный ресурс, на который необходимо работать и трудиться, вкладывать свою душу, вкладывать время и энергию, да. Не все, к сожалению, в нашем мире сейчас готовы это делать. Все хотят, чтобы все было вот так в легкости и была такая очень классная позиция. И если у меня не получилось с первого раза, значит, вот это не надо мне. Ну, такая инфантильная позиция, ребята.
ребят, растите. Чем быстрее будете в голове понимать, тем легче и проще случится май. В мае, конечно же, тоже будет такой момент кризисный, когда ваш управитель Меркурий будет в квадратуре с Плутоном, но только здесь уже понимаете, что энергия будет немножко другая, да? Уже будет казаться, что вроде бы оно не так все сложно, но ответственность будет повыше, потому что Плутон разворачивается в начале мая, да, в первую неделю мая он разворачивается, и поэтому все такие мощные глобальные процессы, они такое ощущение словно остановятся, а момент кризиса, конечно же, он будет такой интересный и красивый. 15 мая плюс-минус 3 дня, и здесь такой, знаете, момент, который, я бы сказала, когда вы выходите на финишную прямую к своему тому самому, можно сказать, успешному успеху, к тем самым плюшкам, которые вы хотите, которые обязательно с вами случатся к вашим дням рождения, дорогие близнецы. И к концу мая как раз-таки Меркурий, ваш управитель, соединится в большом таком мощном стелиуме, и будет энергия на все. Казалось бы, да, конец года сложный, ваш персональный конец года, он на самом-то деле будет сложный. Вы будете завершать свой персональный год, проходя определенные трудности и кризисы, я бы это так сказала, да. И есть моменты, конечно же, между этих кризисов, которые я описала, есть моменты активной деятельности, конечно, когда эмоций будет не столько много, когда не захочется куда-то сбегать, менять жизнь, и вот менять реальность, менять отношения в том числе, да. Но в целом весна заточена для того, чтобы вы сделали работу над ошибками, для того, чтобы остановились. Это, конечно же, начало апреля, середина апреля. И для того, чтобы наконец-то поняли, это середина мая. И уже встретили новый свой год персональный на такой энергии, на такой мощной. Конечно же, те близнецы, которые запустят свои соляры в первые недели июня, это тоже будет потрясающее для вас время. И весь год пройдет на такой фантастической, яркой энергии. Конечно же, все зависит от того, в какой дом солярного, да, карты попадет именно этот мощный глобальный стелиум. Ну и понимаете, все близнецы вообще, кто запустится во второй половине месяца июня, да, забежала уже на июнь, но это я так, знаете, для того, чтобы понимать здесь, потому что есть все плюшки, фишки такие интересные, у вас будет вероятность того, чтобы построить личную жизнь, выйти замуж, жениться, построить отношения, то есть реально укрепить свои отношения, потому что весь год у вас в соляре будет как раз-таки такое очень классное любовное соединение, это Солнце в соединении с Венерой, и здесь, конечно же, такой очень хороший аспект, который и к деньгам, и к повышению статуса, и как раз-таки к тем самым любовным отношениям, которые будут идти на гармоничных таких энергиях, но не без труда. Но не без труда придется, конечно же, попотеть, и это такая история, которую многие не очень любят, да, но все же, ребят, поэтому... Как говорится, есть ради чего трудиться этой весной. Я всегда говорю, что плохой гороскоп от хорошего отличается тем, что в конце плохого, я всегда говорю, тот момент, тот пик, когда наступает то, ради чего мы трудимся. Там бывает терпим ограничения, да, какие-то несостыковки, обрушившиеся планы. И да, дорогие близнецы, не скажу, что для вас будет очень легкой, что для вас будет очень легкой эта весна, но она необходима для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы идти смело по жизни. И этот год, он вообще, в принципе, для многих сложный. Ну, нет таких знаков зодиака, у которых этот год прям вот такой классный, налегке, на лайте, и чтобы этот год никого ничему не научил, да. Но весной научиться будет гораздо проще и легче, и пройти все эти сложные уроки судьбы гораздо проще. Да, ребят, рассказала много вероятностей развития событий. Вы сами прекрасно понимаете, что все мы разные, и как у каждого сложится жизнь, зависит все-таки от того, какие усилия он прикладывает для развития. Поэтому сказать, что
все близнецы очень точно купят себе недвижимость. Ну, если в марте не купили, то и не купите. До 15 марта, если не купите, то и не купите. Потом, я бы так сказала, нужно смотреть точечно. Такой общий тренд для всех, он заканчивается. Потом наступает время другой активности. И здесь это нужно просто понимать, что это общий гороскоп. И я надеюсь, что вы все-таки живете по своим персональным гороскопам и развиваетесь так, как хотите вы. Иначе, ну ради чего я здесь стою и распинаюсь, да? Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте вопросы в комментариях под этим видео, и я обязательно отвечу, но для этого мне необходима ваша дата, время, место рождения и собственный вопрос. Ребят, по классике в конце актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. А я желаю вам прекрасной весны, чтобы среди всех этих моментов, которые будут сложными, вы находили время и вспоминали, что вы все-таки близнецы, легкий, интересный, развивающийся знак, потому что в вашем знаке необходимо и учиться, и заниматься, и развиваться, и общаться. Но, ребята, всему свое время. И пришло время наводить порядок для того, чтобы взлететь в конце мая и в июне. Ребят, спасибо, что были здесь, смотрели до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.